Друзья, Спасибо. Дорогие зрители, вы можете задавать вопросы вот в этот микрофон. Минуту я начну. Мы в соцсетях Cool Connections проводили опрос, и у меня есть первый вопрос к господину Бойлу. Я его зачитаю. От наших подписчиков. В ваших фильмах насилие всегда неожиданное и очень жестокое. Моменты веселья чередуются со сценами, где герои испытывают душевную или физическую боль. Это придает вашим фильмам бешеную динамику, но в то же время делает серьезные сцены более ироничными. Часто ли вам приходится в такие моменты делать выбор между динамикой и эмоциями, которые вы хотите передать? Спасибо. Это от ваших подписчиков, от ваших поклонников. Простите, самый конец могли повторить? Sorry. Конечно, могу. Часто ли вам приходится в такие моменты делать выбор между динамикой и эмоциями, которые вы хотите передать? This one? It's a really good question. Это очень хороший вопрос. Yes, you do sometimes because you I think unless you believe the actors, after a while you tire of pyrotechnics or dynamics. You have to believe the actors as well, and you try to surround them with the most dynamic storytelling that you can, but it should really come out of them and their character. And they are quite big in the films. I like that. A lot of modern acting is very minimal. People do nothing. They just look at the camera and say the lines, and say the lines, and say the lines, like that. And I don't like that. I like them to vibrate as actors, so that they feel. And you've got to be careful it doesn't look over the top. But hopefully, if it works, you get a great combination between truthfulness and dynamics. Then. Да, иногда приходится. И в оптимальном случае у вас получается хорошая комбинация между правдивостью и динамикой. Нужно доверять актерам, нужно не очень доверять пиротехнике и всяким технологиям. Ведь очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда актерская игра сводится к минимуму, актеры просто зачитывают свою реплику. Мне это не нужно, мне это не интересно, мне важно, чтобы актеры показывали себя, проявляли себя, пусть это иногда даже и через край. And violence is really interesting in cinema because we see so much of it. It's difficult to make it painful, isn't it? Because you see incredible violence and nothing happens. Насилие в кино — это очень интересная штука, потому что очень часто мы видим, что его слишком много. Мы видим только насилие, 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 и кроме этого ничего не происходит. But these actors show pain brilliantly, especially Ewan McGregor. Но эти актеры изумительно передают боль, в особенности Юэн Макгрегор. And we did a film, Shallow Grave, and he hurt his shins, and a car door closed on his shins like that. And I've never seen an actor express pain like that. And he was all pretend, because it was all fake, but you believe his pain. I love that. И первый фильм, на котором мы с ним работали, «Неглубокая могила», там есть эпизод, где он испытывает настоящую боль, потому что мимо проезжает автомобиль, и он получает травму лодыжки. И он так это сыграл, что я поверил, я подумал, что это в действительности произошло, что это была настоящая боль, хотя это была актерская игра. Спасибо большое. Я хочу обратить ваше внимание, что у нас сейчас идет трансляция во ВКонтакте, также Москва-24 ведет прямую трансляцию, а запись этой встречи вы сможете посмотреть на кинопоиск.ру. Ну а прямо сейчас вопросы из зала. Прошу первый. Поближе к микрофону. Чуть ближе, пожалуйста, иначе не слышно. Здравствуйте. Вопрос более простой, чем первый. Слышно? Нет? Микрофон не работает. Большое спасибо. I'm sorry for this. Thank you very much for your films, but my question is more easy than the first. Большое спасибо за фильм. У меня более простой вопрос.
Перехожу на русский язык, простите. Это случайно произошло. Вы второй раз соприкоснулись с книгой Ирвина Уэлша, поставив порно, которого мы все ждем на экранах, к сожалению, только 8 марта. Но ходят упорные слухи, что это ваше не последнее соприкосновение, и будет еще Трейнспоттинг, Три. I'm sorry. Да, перехожу на русский. Дождемся ли мы этого, как скоро это будет, очень быстро, что это будет за книга, и будут ли в ней все актеры каста, будут ли в ней, в общем, рассудим. So, Trainspotting 3 is out next week, before Trainspotting 2. Трейнспоттинг 3 выходит на следующей неделе до Трейнспоттинга 2. Шутка. No. Правда? Нет, шутка. No. I hope you enjoyed T2. Everybody starts talking about T3, but we called it T2 to annoy James Cameron. Надеюсь, всем понравится Т2, и тогда мы уже сможем поговорить Т3, но мы назвали фильм Т2, чтобы немного досадить Джеймсу Кэмерону. Because he is a great filmmaker. Что он прекрасный режиссер. And the greater the filmmaker, the more you should try to annoy him. И чем больше величия режиссера, тем сильнее нужно пытаться ему досадить. But there's a great Irving's books. We didn't really adapt porno. It's more a use of a couple of elements of porno, his sequel book, and the original book. More material from the original book, and it sort of loops back. You'll understand when you see it, and it loops back to the original book. Ну, дело в том, что да, мы основывались на второй книге Ирвина Уэлша, которая называется «Порно», о тех же самых героях, но книга «Порно», мы не слишком сильно ее использовали. Да, мы взяли несколько эпизодов, но по большому счету наш новый фильм основан не столько на второй книге «Порно», сколько на первой книге. И я могу сказать, что здесь идет речь о своеобразной петле времени. Может быть, это не совсем понятно сейчас, но когда вы увидите второй фильм, вы поймете, о чем я говорю. And there is a great book by Irving, a new book called The Blade Artist, which is about Begbie only. And that could make T3 eventually. Есть новая потрясающая книга, ее также написал Ирвин Уэлш, она называется Blade Artist, художник лезвия, и главный герой это Бэгби, и может быть из этого сможет в свое время вырасти Т3. Спасибо большое. Давайте следующий вопрос. У нас не очень много времени на самом деле, и пока вы стоите, короче формулируйте, чтобы все успели, кто хочет. Перед началом вопроса я хотел бы сказать вам большое спасибо, так как ваши фильмы вдохновили меня на решение стать режиссером. Вот. Круто! И вот такой вопрос. Что вас вдохновило на решение стать режиссером? So, спасибо. Не за что. Not at all. I saw a film by Nick Rogue called Don't Look Now with Julie Christie and Donald Sutherland. It's a very old film now and a magnificent film. There's a famous love-making scene in it where you see, you know, sex on screen is normally kind of between people who've not had sex before. Let me take care of that. Вы знаете, я посмотрел фильм Ника Роуга «Don't Look Now» с Кристи и Сазерлендом, и в фильме у героев есть любовная постельная сцена. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что, как правило, в кино любовью занимаются люди, между которыми никогда до этого сцен секса не было? This is about a couple who've had sex many, many times because they're husband and wife, and you never see that. And it's the most erotic scene almost ever in cinema. А в этом фильме сексом занимаются люди, которые уже много-много раз до этого этим занимались, потому что они муж
и жена, но вы бы никогда этого не сказали, потому что все выглядит это эротично, и это все очень сильно. So there's this almost beyond beautiful thing from a very obvious place. И получается, на очевидном месте, на очевидном материале совершенно запредельная красота. And also it's a horror film. There's a horror at the end of it, which is incredibly, even it looks a bit dated now, but it's terrifying. And it's that combination of beauty and terror. It's so powerful, and that made me want to be a director. А по жанру это фильм хоррор, и хоррор-сцены там также, как вы понимаете, есть, но они начинаются позже. И вот это сочетание красоты, силы, хоррора, все это вместе и вдохновило меня на то, чтобы я стал режиссером. Еще раз спасибо большое. Спасибо большое. Давайте следующий вопрос. Добрый день. Почти в каждом вашем фильме находится мотив борьбы с обстоятельствами и борьбы с окружающей средой. Это как-то связано с вашим личным опытом, вот этот мотив борьбы? I come from a working class background, and I would not in England, in the UK, when I was young, most film directors came from Oxford or Cambridge, from a very specific social class background. Да, я из семьи рабочих. Когда я был молодым, большинство режиссеров в Великобритании по происхождению были теми, кто обычно учится в Оксфорде и в Кембридже. То есть это совершенно другая социальная группа. But I came from a working class background, and so I feel that element is in the obstacle element of the films, of that you wanting to overcome things that are standing your way. Я из семьи рабочих, и я думаю, что вот этот мотив преодоления препятствий, преодоления обстоятельств, все это присутствует в моем кино. Because you don't have to be intelligent to be a director. Потому что, чтобы быть режиссером, не обязательно быть умным. But you need to have passion. Но нужно быть страстным. You need to have intelligence to be a mathematician, but you need to have passion to be a film director. Ум нужен для того, чтобы быть математиком, а для того, чтобы быть режиссером, нужно быть страстным человеком. You know, you want to tell people stories, or you want people to see actors act something, or a scene showed in a... And there will be many things in your way to do that. There'll be many, and you have to overcome them to get that passion across, really. Потому что ваша задача рассказать историю, ваша задача заставить актеров что-то показать, а это очень сложно. Чтобы этого добиться, нужно уметь преодолевать препятствия, уметь преодолевать обстоятельства, а чтобы это получилось, нужно быть человеком страстным. Thank you. Спасибо. Good evening. I Добрый really вечер. love your work, and especially Shallow Grave, my favorite film. Yes. Я очень люблю ваше кино, особенно «Неглубокую могилу», это мой любимый фильм. My question is, what is your opinion on modern British theatre? Whom of modern British playwrights do you consider interesting, and whom of them would you like to work with? Итак, вопрос. Что вы думаете о современном британском театре? Каких современных британских драматургов вы предпочитаете и с кем из них хотели бы сотрудничать? I was very lucky to begin my career at a theatre. Мне очень повезло, свою карьеру я начал в театре. The Royal Court Theatre, which specialises in new writers. В театре Royal Court его специализация как раз новые авторы. And it gave me a great respect for writers, which a lot of film directors don't have. Благодаря этому я научился уважать авторов. У многих режиссеров этого, кстати, нет. But without the writer, you have nothing. You don't really, for me anyway, I don't have any place to start, so I need the writer. Без автора мне, как режиссеру, не с чего начинать, поэтому мне очень нужен автор. So there's many great young writers in Britain at the moment. Polly Stenham, you know Polly Stenham? She wrote the Bicycle, the play. No, there are many older writers as well who are still writing, like Carol Churchill, who's one of the world's great theatre writers, I think. What do you think about Martin McDonagh? Одну секунду, позвольте, я переведу. В Великобритании сейчас очень много молодых, талантливых драматургов. Скажем, Полли Стенхам, надеюсь, многие о ней слышали. Она автор пьесы «Bicycle», «Велосипед».
Из авторов постарше выделил Кэрола Черчилля. I'm sorry, what do you think about Martin McDonagh? А что вы думаете о Мартине Макдональде? I love his stuff. He directs his own work, which is a shame because I would love to direct it. Мне очень нравятся его вещи. К сожалению, он сам их ставит. Это, конечно, жаль, потому что я бы хотел этим заняться. I loved even Seven Psychopaths, which people didn't like. I love Seven Psychopaths. Мне очень понравились «7 психопатов». Я знаю, что многим они не понравились, но мне они очень понравились. There's a great play in London at the moment, which I've seen 3 times, which if you get a chance to see it, you should see it. It's called Curious Incident of the Dog in the Night Time. Have you seen it? It's a wonderful play. В Лондоне сейчас идет замечательная пьеса, которую я видел трижды, «Загадочное ночное убийство собаки». Видели ли вы его? Thank you. Спасибо. Спасибо. Можно я задам вопрос вне очереди? Да, можно. Благодаря выходу на экраны вашего нового фильма «Т2 Трейнспоттинг» в Москве зрители, а также в нескольких еще городах России имеют возможность пересмотреть ваши фильмы. Ретроспектива Дэнни Бойла сейчас вот открывается. А вы сами какой, может быть, из своих фильмов вот так бы на большом экране в кинотеатре хотели пересмотреть, посмотреть еще раз? Oh, none of them. Не один. All you can see is what's wrong with them. Потому что сразу видно, что там не так. It's very difficult. No, and it's true. There is a great pleasure if people are enjoying the film. That's a wonderful feeling if you feel people enjoying the film. Нет, это чистая правда. Вы получаете огромное удовольствие, если вы видите, что публике нравится ваше кино. But it's full of things you wished you had done, but didn't. In French, they call it l'esprit d'escalier. Do you know that expression? It's a wonderful expression in French of wishing you'd said something and didn't manage to do it. So. Когда пересматриваешь, ты сразу замечаешь, что было сделано не так, что можно было бы исправить. Во французском языке есть замечательное выражение l'esprit d'escalier. Надеюсь, оно вам знакомо, и вы понимаете, что оно значит. Есть в зале знатоки французского? Yeah, he just translated that into Russian. I don't speak French, sorry. Oh, sorry, that's it. Да, это, простите, это конец ответа на вопрос. Здравствуйте, Дэнни. В 99-м вы сняли 30-минутную sci-fi короткометражку Alien Love Triangle, которую, насколько я знаю, показали только один раз в 2008 году в Уэльсе. Может, увидим ли мы ее когда-нибудь? Может, вы нам ее к концу ретроспективы по интернету скинете? Или как она получилась? Потому что там вообще? What's it there? Because we have no idea. Yeah, we've never seen it. It's so it was meant to be what they call a portmanteau film. Can you translate that? Предполагаю, что это будет так называемый. What do you mean by that? Which is like the Quentin Tarantino 4 rooms, where you put 3 or 4 different films together. They're 20 or 30 minutes, and you stitch them together. They don't necessarily accumulate, but they sit beside each other. Да, то есть предполагаю, что это будет часть цикла короткометражных фильмов, что-то вроде 4 комнат Квентина Тарантино, когда несколько работ на одну тему склеиваются в единое целое. And it was meant to be a companion piece with another film by Bill Forsyth, who made Gregory's Girl. I don't know whether you ever saw. It's a beautiful Scottish film called Gregory's Girl, comedy. And it was meant to be in a film like that. And we made our part, which is 25 minutes long, but Bill never made his part. И предполагалось, что в пару к нему Билл Форсайт снимет свою часть Gregory's Girl, да, но наша часть была 25 минут, мы сделали свое дело, а вот Билл нет. And it's about, you remember Courtney Cox from Friends? Помните Кортни Кокс из Friends, из «Друзей»? So she's a male alien. Она инопланетянин-мужчина. In Courtney Cox's body. Но в теле Кортни Кокс. Which is a beautiful concept.
И это, мне кажется, Obviously. прекрасная идея. And she falls in love with a male human, И она влюбляется в человека, мужчину. which is Ken Branagh. А это Кеннет Брана. And Courtney Cox's wife, because she's a male alien, her alien wife А Кортни Кокс, вы помните, да, что она инопланетянин-мужчина, и у нее есть жена. comes back to Earth to take her back. И жена прилетает за ней, чтобы ее забрать. And they transform bodies by putting fingers in each other's ears. А их тела трансформируются вот следующим способом. Они засовывают друг другу в уши пальцы. Like aliens do. Так обычно делают инопланетяне. That's it. Вот, собственно, и все. Так, мы ее увидим или нет? I'd love you to see it. Я бы очень хотел, чтобы вы ее увидели. I love sci-fi. I mean, like this year, I love Arrival because it's a great sci. I love Arrival. Don't Я you люблю love фантастику. Arrival? В этом году я предпочитаю «Прибытие», потому что мне нравится этот жанр, и мне нравится этот фильм. Because Arrival is like Russian sci-fi. Потому что «Прибытие» очень похоже на seriously. русскую фантастику. Нет, серьезно. There is serious sci-fi that comes from Tarkovsky. Нет, есть серьезная фантастика, такая, Serious. например, какую снимал Тарковский. Challenging sci-fi, and then there is American sci-fi, which is Star Wars and stuff like that. То есть серьезная фантастика, а есть американская фантастика, «Звездные войны» и все в таком духе. Пожалуйста, следующий вопрос. Давайте. Я буду говорить на русском. Спасибо большое за фильм. И вот тот фильм был создан для того поколения. И для нового поколения, молодого, как вы думаете, какой лучший способ достучаться до них? Какой новый наркотик? Это Facebook или Twitter? There's a speech in the new film where he talks about this, about the new addictions. В новом фильме есть монолог, где герой как раз разговаривает вот об этих новых пристрастиях. But it's not really about that because they are too old. They're not digital natives. They don't belong to the digital world really. They're sort of in between. Но речь там не совсем об этом, потому что герои фильма, они слишком старые люди, они не принадлежат уже этой эпохе, новой эпохе, цифровой эпохе. So there are glimpses of what you're suggesting, but they are only little glimpses because it's really about, it's quite a personal film about what it is to be their age now, really. То есть в фильме есть проблески того мотива, который вы упомянули, но только проблески, потому что, по большому счету, это очень такой личностный фильм, который рассказывает о том, что такое взросление. And I don't know whether you noticed, but the blue tablets he takes out of the fridge, they are Viagra. Я не знаю, обратили ли вы внимание, но вот эти вот голубенькие таблеточки, которые он достает из холодильника, это Viagra. Which is the drug of choice of the middle-aged man. И это предпочтительный наркотик для человека средних лет в наше время. Don't laugh, it's in the post for you. One day you will know. Не смейтесь, это и вас тоже ждет. Я просто хотел уточнить, вот эта концепция бунта против повседневности, которая была в первом фильме, как вы думаете, она работает для молодого поколения? Чем, как вы думаете, можно зацепить вот этих людей, которые сидят в соцсетях? Yeah, I think it's very difficult, isn't it? Because it was meant to liberate people, social media. Это очень сложно, да, потому что социальные сети должны были освободить людей. And ironically, in some ways, it seems to have imprisoned them. Ирония в том, что по большому счету наоборот это стало для них своеобразной клеткой. But there will be voices that will come out. They're not my voice, I'm too old, but there will be voices that emerge at some point. It seems to take a long time at the moment, but I'm sure there will be voices that will make that kind of rebellion you're talking about. И я уверен, что появятся голоса, мы их услышим. Это будет не мой голос, потому что я уже слишком стар, но появятся голоса, за которыми как раз тот бунт, о котором вы говорите.
Thank you. Здравствуйте, я актер, и мне интересно узнать, как вы подходите к выбору актеров, что вам важно при кастинге, и как вам удается добиться такой правды на экране. И еще маленький вопрос, как вам современные российские авторы, режиссеры, такие как Андрей Звягинцев? What film has he done? А какой он фильм снял? Левиафан. Oh, Leviathan! Leviathan. Yeah, I've seen Leviathan. Да, That's an конечно, я видел amazing Leviathan. film. Потрясающий Sorry, фильм. I didn't understand. I saw Leviathan. It was an amazing film. Yeah, and I liked the other one. I know he doesn't live here anymore. Was Night Watch, the Timur Ben Beckett? Yeah, and I loved that. The first one I thought was amazing. It was one of the freshest things I've seen. Да, итак, да, «Левиафан» — потрясающий фильм, конечно, я просто не сразу понял, что речь идет о нем, «Левиафан». И «Первый ночной дозор». Я знаю, что режиссер уехал из России, Тимур Бекмамбетов, но вот первый потрясающий, очень свежий взгляд, очень интересный фильм «Ночной дозор». And Russian Ark, I saw Russian Ark, which is technically is astonishing film. But my favourite Russian film was the Klimov, Come and See, which I thought was an amazing film. Ну и, конечно, «Русский ковчег» с технической точки зрения — это совершенный фильм, это что-то потрясающее. А мой любимый российский фильм — это «Иди и смотри Климова». Yes, it's a great film. And I think was a big inspiration to. Have you seen the Hungarian film? Son of Saul. Son of Saul. I think it was Come and See was a big influence on Son of Saul, which is a wonderful film by a very young director, Laszlo Nemes, I think he's called. He's a very young Hungarian director. Вы видели венгерский фильм «Сын Саула», да? Мне кажется, что по большому счету он восходит к работе Климова, но это удивительный фильм. Ласло Немеца — это молодой венгерский режиссер. So actors, you know, it's a lot of it is instinct. You feel something for an actor, and it may be because there is a relationship between you. So you feel for them. Somebody else might not think they're a very good actor, but you feel something for them and you know you can work together. That's the main thing. And if you want to be an actor, you just have to keep trying and keep going, because the mad get there eventually. And the ones who are not so mad give up. Итак, выбор актеров. Как тут быть? Я доверяю своему инстинкту. Я всегда добиваюсь того, чтобы с актером у меня были какие-то отношения. Я вижу, когда они могут быть, и я это чувствую. Причем не исключено, что другие режиссеры могут не заметить в актере того, что замечаю я. И если я вижу, что если мой инстинкт подсказывает мне, что что-то такое вспыхивает между нами, то я этого актера выбираю. Итак, мой совет: лишь сумасшедшим удается идти до конца, лишь сумасшедшим удается добиться своего. Так что, если ты сумасшедший, то, может быть, тебе удастся не сдаться и добиться своего. Спасибо большое. Друзья, пожалуйста, кратко формулируйте. У нас, правда, мало времени, а желающих много. Good evening, Mr. Boyle. My name is Gleb. First of all, it's a big pleasure for me to hang out with you and watch your movie and talk to you after all. Очень рад с вами поговорить. To hang out, потусоваться — это важный point. Ну, не суть. Well, to be fair, I got two questions, but they're У меня два вопроса. like one. First of all, I believe that you are a unique director, which means that every picture is not like another one. You got different Вы topics, уникальный режиссер, у вас все фильмы разные. different topics, different themes, even different visual views, visual styles. Разная техника, разные темы, разная картинка. Yeah. So my question is, what do you think about when you start a new picture? In what way do you think? And the second question is not advice, but what do you expect from young filmmakers, you know, guys like me, when you watch, if you watch, you know, short movies from young filmmakers, what do you expect from them? And what can impress you? Ну, это не совсем просьба дать совет, это вопрос, что вы ожидаете от молодых режиссеров, от молодых кинематографистов, таких как я? Спасибо. I start by, I always look through books of photography.
I always look for visual images that will connect with the script. Not necessarily exactly or literally, but that visual things that inspire you towards, because you're going to photograph the story, not listen to it, you know? Я всегда начинаю с того, что просматриваю фотоальбомы, сборники фотографий, потому что визуальный ряд, то, что вы увидите на экране, это самое важное, ведь вы будете в большей степени смотреть и в меньшей степени слушать. И именно в этом я черпаю вдохновение. And as a young filmmaker, what you should do is you should not be bothered about people like me. Because cinema is young and it's like a vampire. It feeds off new ideas. It wants new ideas, and you have them. I don't. I have old ideas, but you have young ideas, and that's where it's important. И как молодой режиссер вы совершенно не должны беспокоиться по поводу таких стариканов, как я, потому что я представляю старые идеи, а мировой кинематограф, он как вампир, он питается новыми идеями молодых режиссеров. У вас они есть, а у меня их нет, так что вперед. Okay, I'll keep it. Have a nice day. Немножко схулиганю. Я обещала вам передать привет от вашей большой поклонницы из Нижнего Новгорода. Ее зовут Лена. So, hi, Дэнни. Мой вопрос очень простой и легкий. Эдинбург — это город, в который невозможно не влюбиться. Я сама в него влюблена. И какое ваше любимое место в городе Эдинбурге? И попало ли оно в локации нового фильма? Yes, it is. It's Arthur's Seat, which is a very odd name for a mountain, but it is called Arthur's Seat. I don't even know why, actually. But the city is a mountain. It's like Rio de Janeiro. It's kind of built around a mountain, but it's Britain, so it's a small mountain. It's not a massive mountain like Rio de Janeiro or South Africa, you know, or Cape Town. And that you'll see it in the movie. And there's a wonderful scene up there where they run up the hill. Да, попало мое любимое место в Эдинбурге. Это такая гора или холм, если угодно, называется Артур's Seat, такое очень старое шотландское название, даже не знаю, почему это место так называется. В этом смысле Эдинбург похож на Рио или на Кейптаун, которые построены как бы вокруг горы, но все-таки это Шотландия, поэтому Артур's Seat не такой высокий, как то, что мы видим в Рио. Вы увидите это место в фильме, там герои бегают. So for those of you who speak really good English, and this will be very difficult to translate, we used to joke, there was a sexual joke on set about who'd been up Arthur's Seat this week. Это очень сложная шутка для перевода. Здесь есть сексуальный такой подтекст. Андрей, мы верим в вас. Кому сидеть на сиденье Артура на следующей неделе? Мы все время шутили над этим в съемочной команде. Да, простите. Спасибо. Hey Danny, it's really an honor to meet you here. So my question is, who was your favorite actor to play making films with? Well, choosing from these four guys, considering you made 4 films with Ewan and Bobby. Вы сняли 4 фильма с Юином и с Бобби. Кто из них ваш любимый актер? I can't really choose between them, but obviously Ewan and I fell out for a while, which I regret very much, and he's a wonderful guy. So an extra special pleasure for me is that we were able to make this film together again as friends, and I really love him. He's a wonderful guy and a brilliant actor as well, so that was very special for me. Не знаю, кого выбрать. Ну, вы, наверное, знаете, что с Юином мы в какой-то момент разошлись, и я об этом очень сильно сейчас жалею. Он чудесный человек. И, к счастью, над этим фильмом мы уже работали, помирившись, уже снова как друзья. Я его очень люблю и считаю, что он замечательный актер и человек. And what about Bobby? А как же Бобби? Bobby is a force of nature. He can literally
bend metal with his mind. Бобби — это воплощение сил природы. Он может гнуть металл силой мысли. Thank you. Друзья, у нас осталось время буквально на 2 последних вопроса. Простите. Hello. Скучаете ли вы по временам, когда нужно было выбирать CD-плеер и стиральную машинку, а не Twitter и Facebook? I miss CDs, really. И вообще я скучаю по компакт-дискам. I mean, I do all that streaming and iTunes and all that shit, but I really miss CDs. Конечно, iTunes и стриминг, вся эта фигня, да, я этим тоже занимаюсь, но по CD я скучаю. Yeah, you know when you have a box and it's a little box and it's got a picture on it and your music is in there, I miss that. Как это здорово, когда у вас есть коробочка, там картинка, а внутри ваша музыка. Это здорово. И, конечно, винил. Не будем забывать про винил. Все, извините, последний. Здравствуйте, Дэнни. Меня зовут Денис Оптимистр, я с Ютуба. И я хочу сказать, что вы сказали вот сейчас, что нужно быть сумасшедшим, чтобы у вас все получилось. Дело в том, что я приехал из Санкт-Петербурга, специально сюда, опоздав на поезд, поймал машину, и вот я здесь. И первый вопрос, можно селфи? А второй вопрос. Вы подумайте, второй вопрос. Сейчас, наверное, очень много людей задействовано во вселенных Marvel и DC. И я хотел вас спросить, предлагали ли вам участвовать в этих вселенных, то есть снимать что-то? И, может быть, вы сами хотели над каким-то героем поработать? So my son, who's 27, I live with my son, we live together. All he talks about is Marvel versus DC. All day, all night. And the only time he stops talking about Marvel, DC is when he's watching Marvel or DC films. Мы живем вместе с сыном, ему 27, и вот все, буквально все время, какое у него есть, он говорит о том, он сравнивает Marvel и DC. И единственное время, когда он этим не занимается, это время, когда он смотрит Marvel или DC. Спасибо. Можно селфи? Да. Ну, а пока Дэнни готовится, я думаю, у нас есть 3 минуты на еще один вопрос. Последний. Вот это действительно последний. Дэнни, спасибо вам за такое неформальное общение. В понедельник многим журналистам уже выпала возможность посмотреть продолжение на игле. И вопрос, который сразу назрел после просмотра. Как вам удается подбирать такой аутентичный саундтрек? На примере сиквела каждая композиция 100% соответствовала видеоряду. Oh, cool. Спасибо. We're very lucky. The film tries to use some of the original soundtrack, but in a different way. So it's remixed or reimagined. There's a wonderful bit of Born Slippy that's reimagined by Underworld, and so you remember the notes. You can feel it's like a muscle memory. That was great. That's one thing. В фильме многое повторяется, многое задействовано из первого саундтрека, но не напрямую. Это ремиксы, это новые прочтения того, что было в первом фильме. Например, есть тема Born Sleepy, но она переработана командой Underworld, и вы вспоминаете эти ноты, потому что они живут в вашей мышечной памяти. But I was very lucky in Edinburgh to be introduced to a young band from Edinburgh called Young Fathers. Yeah, and we have like 4 or 5 of their songs in the film, including a new one they wrote for us. Но мне очень повезло, в Эдинбурге меня познакомили с совершенно новой командой, которая называется Young Fathers. Мы включили 4 или 5 треков этой команды в фильм, в том числе и одну вещь, которую они написали специально для нас. And they are like the modern heartbeat of the film. And it's interesting, although there's 25 years between them working now and when Irving wrote his first stories about these characters,
they come from the same estates that Irving wrote about. So the work, although it's hip-hop and completely different to the original film, it just fits with the characters again, because they come out of the same social background, I think. И по сути вот эта новая вещь используется нами как сердцебиение, если угодно, как пульс нового фильма. Что удивительно, они написали свои композиции через 25 лет после того, как Ирвин Уэлш придумал этих героев. Но при этом они из того же самого района, из того же самого квартала, где живут герои Уэлша. И в них есть что-то, что объединяет их с героями Уэлша. И это чувствуется. Друзья, Спасибо. у меня новая информация, у нас есть еще 5 минут, поэтому... Ну, пожалуйста, кратко. Релиз вашего фильма намечен на 8 марта. А это большой праздник в России. Это праздник женщин. Выходной день, все мужчины дарят им подарки, делают за них домашнюю работу. Ну, в общем, всячески вот, пытаются их порадовать. Вот как вы думаете, ваш фильм в эту струю войдет? Да вы посмотрите на этот постер, это лучший подарок женщинам к 8 марта. Там ведь герои такие не очень заботливые мужчины. Yes. One of the ideas of the film is that they don't realize who is valuable, really. They're so wrapped up in their own friendship that they don't realize who is valuable. And the agency of the women in the film is quiet, but very, very effective. Да, вы знаете, одна из идей фильма в том, что они не очень хорошо понимают, кто для них важен, кто для них ценен, потому что они слишком сосредоточены на самих себе, на своих собственных ощущениях. Но при этом все-таки женское влияние, оно более приглушенное, более тихое в фильме, но очень-очень существенное. So the last thing that's said in the whole film is a line by Shirley Henderson, who plays Gail, Spud's partner. And that's the most important line in this film and in the first film. Например, самые последние слова, которые вы слышите в фильме, их произносит Ширли Хендерсон, которая играет Гейл, спутницу жизни Спада, кочерышки. И это очень-очень важные слова. So I would recommend all Russian men to take, on March the 8th, to take their beloved to see T2 Trainspottинг. Итак, мой совет всем российским мужчинам. 8 марта возьмите, пожалуйста, своих спутниц жизни под ручку и отведите их на показ фильма Т2. А что это за слова? Не напомните, вот последние. Слова Гейл. Well, you have to go on March the 8th to discover 8 марта. А 14 февраля будет еще один сеанс фильма «На игле», так что можно пересмотреть. В день влюбленных, День Святого да. Валентина. У нас все символично. Да, все разумно, согласен. Mr. Bob, thank you for coming here in Russia. My name is Marat Gibadulin. I'm an actor too. We all know that here in Russia a lot of actors. So my question is, maybe for your future films, if you need some bad guys from Russian Federation, where I could send my resume. Thank you. Добрый день, меня зовут Марат, я актер, и вопрос мой такой. Если в ваших последующих работах вам понадобятся актеры, которые могут отлично сыграть злодея из России, куда я могу выслать резюме? The way to a director's heart is through the casting director. Путь к сердцу режиссера лежит через режиссера по кастингу. Exactly. Yes, in summer we had meeting with, for example, Debbie McWilliams and so on. Here.
She's wonderful. She's the godmother of my first child, Debbie McWilliams. Because I lived with a casting director for many years, so you can see how much I value casting directors. Thank you. Да, я очень много лет прожил вместе со специалистом по кастингу, и поэтому я с вами совершенно согласен. И вы говорите о Дебби МакWilliams, я очень хорошо ее знаю, она крестная моего первого ребенка, и я совершенно согласен с вашими словами. Ну вот теперь точно самый последний вопрос. Будьте ответственны. Danny, you're originally from Manchester, are you? Yeah. I have just one question: City or United? Вы из Манчестера, Сити или Юнайтед? Why is it the last question? Почему это последний вопрос? We could talk about this for a long time. Можем долго об этом говорить. Устраивайтесь поудобнее. Okay, make yourselves comfortable. So when you see the new film, there's a sequence in it about a footballer called George Best. В новом фильме есть фрагмент, который называется «Джордж Бест». Who was the greatest? Thank you. Who was the greatest footballer of all time? So that's the Самый team I великий support. футболист всех времен. Так что Юнайтед. Спасибо большое, дамы и господа. Дэнни Бойл. Спасибо. А я напоминаю, что в ожидании нового фильма можно пересмотреть предыдущие фильмы этого автора, нашего любимого. Здесь, в кинотеатре «Горизонт».